Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Вот и закончился ноябрь, закончился осенний период, начался последний месяц 2022 года. Ноябрь закрылся, конечно же, в минус 16,1%. Это уже седьмой отрицательный месяц. Если мы закроем еще и декабрь, то будет 8. Решил я посмотреть, рекорд ли это, но нет. В 2018 году было 9 минусовых месяцев. Поэтому можно сказать, что это еще не самый плохой показатель. Однако все-таки, если декабрь будет минусовым, то плохой показатель будет вот здесь. Данные по кварталам. Пока в 2022 году все 3 квартала закрыты в минус. Если в декабре мы не покажем плюс хотя бы 12% роста за весь месяц, то он также окрасится в красный цвет и будет 4 подряд квартала с минусом. Такого не было еще никогда на истории битка. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Вчера был важный день. Вечером Джером Пауэлл выступал и давал свои намеки на то, как будет изменяться ставка ФРС. И мистер Пауэлл не подкачал, пошатал рынки, но пошатал их в хорошую, в правильную сторону. Как S&P 500, так и биткоин показывали рост. Фондовые индексы США подскочили на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который сигнализировал о повышении ставки лишь на 50 базисных пунктов в декабре месяце. Ранее ставка поднималась на 75 пунктов, что в принципе и ожидали в декабре. В своей речи Джером Пауэлл отметил, что имеет смысл умерить темпы повышения ставки. Он не сказал, что будет повышение на 50 базисных пунктов, но дал позитив рынку. Поэтому в декабре, если мы увидим повышение именно на 50, то рынок, скорее всего, особо никак не отреагирует. Ну а если он будет повышать всего лишь на 25, то мы увидим еще один хороший рост. Сегодня видео большим записывать не планировал, поэтому давайте посмотрим одну новость и сразу к графикам. Павел Дуров анонсировал некастодиальный кошелек и DEX от компании Telegram. DEX — это децентрализованная криптобиржа. Команда Telegram займется разработкой некастодиальных кошельков и децентрализованных приложений, в том числе DEX. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Индустрия блокчейна построена на перспективе децентрализации, но в итоге вся власть оказалась сосредоточена в руках нескольких человек, которые начали злоупотреблять ею. В результате многие люди потеряли деньги, когда обанкротилась FTX. Возможно, кто-то не знает, но в Telegram уже внедрена возможность покупать криптовалюту. Пока там доступен тон и биткоин, но я думаю, если Паша Дуров такое внимание уделяет данному направлению, то Telegram не будет отказываться от внедрения криптоплатежей. Да, возможно, в России он как-то это дело ограничит, потому что я все-таки думаю, что Пашка сотрудничает с властями России. Но для остального мира, я думаю, все будет нормально. Глянем теперь, что происходит на графиках. Сперва, конечно же, биткоин посмотрим. Вчера мы находились вот здесь, сходили в коррекцию небольшую и отрисовали пик на выступление Джерома Пауэлла. Вчера не было вот этой дивергенции, сегодня она появилась, и она говорит о том, что снова у нас возможна коррекция, а возможно и завершение всего этого восходящего движения. Если это произойдет, я имею в виду сейчас разворот и поход вниз, то это будет логичным, потому что сейчас мы имеем только 3 волны, что, конечно же, бывает только в коррекционных структурах. Поэтому, если боитесь, что разворот вас настигнет и вы потеряете возможную прибыль, которую могли бы получить после того, как вошли вот на этой коррекции, то стоп можете подтягивать вслед за восходящим движением, и при развороте ваша прибыль зафиксируется. Поэтому, что касается прогноза, появились факторы на движение вниз, но основной вариант для себя я оставляю это движение вверх, вот сюда, в отмеченную зону
в рамках волны 3. Эфириум посмотрим. Здесь аналогичная ситуация, также дивергенция на индикаторе появилась, объемы немного упали. Это говорит о том, что мы также локально можем сходить вниз, разгрузив данную дивергенцию. Но и основной свой прогноз я оставляю без изменений. Здесь у нас отмеченная зона по-прежнему актуальна 1340 примерно. Начало зоны, куда оптимальнее всего следует ждать цену эфириума в рамках волны 3. Что у нас с индексом доллара? Давайте на дневке посмотрим. Стрелочку я рисовал на дневном графике. Ожидалось, что индекс доллара спустится вот к этой скользящей средней. Так это и произошло. Данный прогноз прекрасно себя отработал. И что мы наблюдаем сейчас? Сегодня цена пытается пробиться ниже этой скользящей средней. Данная скользящая средняя 200 на дневке является хорошим и сильным сопротивлением для движения цены. В любом случае локально здесь тренд нисходящий, дальнейшее движение в приоритете вниз, либо сейчас с отскоком и еще раз пойдем на пробитие, пробив данную трендовую линию, либо пробьем, протестируем и дальше продолжим движение вниз. Посмотрим S&P 500. Здесь также предполагался отбой от скользящей средней и движение наверх. Тоже прекрасно все отработало. Что сейчас стоит ждать? В отличие от индекса доллара, пробой у нас состоялся вчера. И свечка вообще, кстати говоря, шикарная. Закрылись прямо под потолок на повышенных объемах, что увеличивает вероятность того, что мы все-таки будем закрепляться над этим мувингом. Отмечу здесь свои ожидания. Думаю, что мы протестируем сверху данную скользяшку 200 на дневке и направимся дальше наверх. Откаты, конечно же, и коррекции никто не отменял. Отметил я здесь схематично, но откаты могут быть и глубже. Ну, давайте еще в конце ролика один альткоин посмотрим. Так, отметил я Trust Wallet токен. Здесь у нас интересная ситуация была. Предполагалось, что мы уйдем в коррекцию в 4-ю волну. По-прежнему здесь находимся. И данная коррекция сформировала у нас здесь треугольник. Рост в 5-й волне не отменяется. Единственное, давайте отмечу, какие у меня здесь ожидания по данной монете, по данному снижению. Треугольник является предпоследней волной. Если мы сформировали здесь А, Б, С, Д, Е, то рост у нас уже начинается с текущих уровней. То есть 1, 2, 3, 4, 5 здесь можем сформировать, и будет у нас 5-я волна более старшего порядка. Но также есть вариант следующий. Волна А, потом уже здесь треугольник А, Б, С, Д, Е. В этом же случае пробив треугольника будет вниз. Это будет завершением коррекционного движения. Вполне может совпасть с уровнем вот этой вот скользящей средней. И уже от нее будем отскакивать на 5-ю волну. В общем, здесь в приоритете движения наверх либо со снижением, либо с текущих. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!